Здравствуйте! Сегодня продолжаем нашу серию о наждаке. Когда обрабатываете металл, почему синеет кромка? Да не только кромка. Что это происходит вообще? А это происходит окисление металла на воздухе. Металл раскаляется, феррум плюс О, то есть металл плюс кислород, и образуется вот этот оксид. Оксидная пленка. Она бывает разных цветов. Бывает синяя, бывает желтая, бывает коричневая. И, в общем, от этого зависит, как вот металл. Вы его отпустили или, наоборот, термически, ну, если вот не на наждаке, или термически, допустим, обрабатываете металл. Допустим, закалка. Там тоже цвета побежалости есть. Это называется цвета побежалости. Вот вы работаете на камне. Раз, и посинела у вас кромка ножа или там железки какой-то, или детальки. Это значит, в этом месте произошел сильный нагрев. А почему это произошло? А потому что либо вы передержали на одном месте, когда что-то точили. Либо вы, вот, допустим, отвертку точите. Передержали ее на одном месте. Все, посинела кромка, а отвертка каленая. Все, твердость ушла. Отвертка теперь будет, когда будете крутить болты, она будет загибаться. То есть будут выбоины, трещины, закалка ушла. Все, ее надо калить. А происходит это из-за того, как я уже сказал, либо долго держите на одном месте инструмент, либо забитый камень засаленный, надо периодически чистить. Либо, может, у вас сильно большой абразив был, крупный. Или старый камень какой-то. И еще немножко про металл. Тут немаловажный фактор, если это каленый металл, кромка посинела или посерела, это то есть на каленом металле ушла твердость. А если у вас металл не каленый, вот допустим просто железочка какая-то, что-то хотите с ней сделать, ну посинел, железка не каленая, ничего страшного, просто цвет поменяла. Так что это только прокаленный инструмент, когда синеет кромка. А как вот этот процесс проконтролировать? Я сказал, регулярное охлаждение. Можно в воде, можно даже в масле. Ну, в масле, конечно, протирать. Можно в какой-то охлаждающей жидкости. Или, допустим, если не хотите охлаждать, лень, ну хотя бы давайте перекур. То есть передышку. Поточили, отдохнули. Поточили немножко, пусть металл остынет. Можно даже вот взять какую-нибудь железку. Вот пластина есть у вас, неохота вам мочить. На пластину положьте, она быстро тепло заберет, все, он будет холодный. Также, когда точите, сильно не давите, просто держите немножко, не надо давить на него, это не землю копаем, как бы, а точим. Маленькое минимальное давление, потому что перегреть, испортить инструмент, что зубило, можно за 3 секунды. Как вот лучше контролировать этот процесс заточки? Можно даже рукой слегка, вот неохота мочить вам. Ну или, допустим, провели, можно кромочку пощупать. Сильно горячая, да вы даже почувствуете рукой, вот голой. В перчатках точить нельзя, это я просто перчатки одел. Ни в коем случае на наждаке в перчатках работать нельзя. И кожух нужен защитный. Это я специально, чтобы видно было камень. Рукой держите, уже понятно будет температура. Только уже как бы рука начинает, провели несколько раз. Только рука начинает уже все, не терпеть, уже все, охлаждение. Либо в воду, либо дайте остыть, либо на металл. Можно даже датчики температуры использовать, есть индикаторы сейчас. Сейчас в современной электронике есть все, можно даже индикатором померить для интереса, как вы ее накалили. Ну и первый признак вот отпуска этого металла, это же происходит отпуск, когда начинает кромка синеть. Она приобретает такой немножко золотистый цвет, чуть-чуть светло-коричневый. Это уже первый признак. И вот это вот как бы отпуск, он прошел буквально он проходит даже не на миллиметр, он на микроны проходит. Но это еще можно спасти. Допустим, ножик был там 55 единиц, она немножко отпустилась. Но если цвет синий, это уже даже не синий, а уже вот этот вот слегка такой светло-коричневый. Бейте тревогу, это уже на этом месте отпуск. Быстрее охлаждайте, что-нибудь делайте. Он немножко твердости может потерять, конечно, но всю не потеряет. Только начинается фиолетовый, это то есть температура, она становится больше фиолетовой. И по мере возрастания температуры становится потом синий. Ну то есть фиолетовый, это уже тревога уже посильнее. Синий становится
и темно, это светло-синий, это то есть уже все, происходит отпуск. Только черный металл стал такой серый, все, вы опоздали, это место можно, ну как бы уже в брак какую-то часть. И вот это в основном. Ну и давайте, наверное, мы все-таки на этом, ну в принципе, я все рассказал, что можно узнать про синюю кромку, когда вы ее можете загубить, кромку ножа или какого-то либо инструмента, или какой-то детали. В общем, спасибо за внимание. До свидания. Подписывайтесь на канал. Про наждак можете посмотреть по ссылке в описании. Там еще много видео интересных.